Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября. Дорогие, присаживайтесь поудобнее. Буду рассказывать основные тенденции недели, ведь этот гороскоп подходит совершенно неважно, какого вы знака зодиака. Смотрите ли вы по Луне, по асценденту, потому что я рассказываю основные тенденции недели. И да, для каждого они сложатся по-разному. Поэтому здесь нужно, конечно же, учитывать свой потенциал, свой уровень переработки информации, свою силу воли, хватку и желание движения стремиться вперед. Если коротенько охарактеризовать эту неделю, то уже раз 7 начинала записывать это видео, потому что неделя будет очень сильной. Это апогей осени 2025 года. Нас ждет еще финальный лунный цикл, который начнется 20 ноября на этой неделе. И, естественно, кто-то уже чувствует новую силу, новую мощь. И да, неделя и новый лунный цикл для кого-то покажутся очень сложным. Почему? Потому что нужно будет принимать решения, которые мы принимать не хотели, нужно будет действовать и решать ситуации, которые мы оттягивали до последнего. То есть эта неделя, я хочу сказать, и следующая за ней, это принятие решений и действий. И да, не все к этому готовы. Также неделя, конечно же, будет при всем многообразии аспектов очень интересная. Здесь очень много плюшек, в том числе потрясающий аспект от Юпитера к процветанию, к действию, к популяризации своих знаний, вообще, в принципе, поездки, путешествия, расширение семьи, да, потому что Юпитер у нас сейчас находится в раке и при всем при этом в оппозиции с Плутоном. То есть все, что нацелено на масштаб, все, что нацелено для того, чтобы извлечь прибыль, масштабировать финансы, работу, семью, будет получаться хорошо. Ведь здесь еще гармоничный аспект дает Сатурн и Нептун. То есть эмоции наши будут идти как надо, и Сатурн дает как раз-таки всю ту почву и ответственность для реализации. Да, Сатурн без ответственности так не работает, работает только вместе, но для этого нужно принимать как раз-таки решения. Основным деструктором на этой неделе будет Уран. Если уж говорить вот так коротко, да, Уран, потому что всю неделю у нас будет находиться в точной оппозиции к Солнцу. Уран – это планета реформ, это планета обнулений, когда мы бросаем все и уходим из семьи, из отношений, с работы. То есть, когда мы хотим полностью обнулиться, и да, Уран у нас последний раз на нашей с вами памяти зашел в знак Тельца и до 26 апреля 2026 года будет находиться в знаке Тельца. Поэтому все тельцы, кто родился в последних 4 числах знака зодиака Телец, вот Уран как раз-таки будет делать соединение к вашему Солнцу, и в жизни все будет меняться кардинально. То есть это те события, которые происходили, возврат к всем тем событиям, которые происходили в июле, в июне, в мае и в апреле 2025 года. Да, не все любят это слышать, потому что это как финальная петля Урана для того, чтобы завершить прошлый цикл и уже отправиться в новое. Так вот, как раз-таки для тельцов и для скорпионов, вот третья декада, кто родился скорпионы ближе к стрельцу последние 4 денечка, у вас тот же самый аспект будет делать Уран, он будет делать оппозицию. Это же касается точно так же львов и водолеев. Львы 4 денечка из третьей декады, те, кто близки к девам, и водолеи третьей декады, 4 денечка, те, кто близки к рыбам. Это будут квадратуры Урана к вашим солнцам, то есть жизнь будет резко меняться. И да, все, кого я не сказала, на этой неделе события в ваших натальных картах могут складываться в этом аспекте совершенно к другим домам. Для этого, ребят, мне нужно знать вашу дату, время, место рождения.
ну и, естественно, события и вопросы, по которым будет происходить у вас Уран, потому что у каждого другого человека в событийных домах будут происходить совершенно другие ситуации. Не факт, что это будет изменение, но если вы живете по Солнцу, и Уран делает аспект к вашему Солнцу, тогда, скорее всего, и такой профессиональный человек, это, скорее всего, будет меняться ваша профессиональная сфера, и будет казаться, что как-то уже тяжело стало нести этот чемодан без ручки, выполнять обязанности, которые не хотелось. Это я сейчас ко всем, ребят, говорю, потому что всю неделю у нас с 14 ноября начинает складываться далекая оппозиция Урана, и всю следующую неделю с 17 по 23 ноября это будет точная оппозиция Солнца с Ураном, когда нам будет казаться, что мы несем тот чемодан без ручки, когда мы выполняем те обязанности, ответственности, которые нам уже не нравятся, надоели, мы от этого устали, это не несет никакой продуктивности, никакой радости, несет только разочарование и чувство, что мы зашли не туда. Обычно это ощущение, что так больше нельзя. Будьте здесь очень аккуратны с этими чувствами, особенно если вы решили очень как-то сильно резко измениться в семье, в любовных отношениях, потому что любовная сфера именно с 24 ноября Венера будет в точной оппозиции с Ураном, и здесь как раз-таки будут возможны изменения очень сильно в любовных историях. Поэтому на этой неделе все-таки у нас основной разбор полетов – это наша профессиональная сфера деятельности, наши мироощущения, потому что Солнце – наша основная планета. Я всегда говорю, живите по Солнцу, живите по своему знаку зодиака. И если вы мне скажете, что я вот больше по Луне живу, значит, у вас больше таких привычек обычных бытовых, и ваши профессиональные качества, они не развиты. Ваш знак зодиака не работает. Если вы скажете, что я живу по асценденту, тогда социальные влияния на вас все-таки оказывают больше давления, чем вы сами этого хотите. Потому что для того, чтобы перебороть все трудности и кризисы, нам помогает только сила и мощь нашего Солнца. То есть наш характер, наше Солнце – это наш основной характер. Это не привычки, это то самое внутреннее, когда нам кажется, что мы устали и мы больше не можем. И это то самое, что заставляет нас подниматься и наводить порядок в своей жизни и делать так, как мы хотим. И тогда у нас отношения такие, как мы хотим, тогда у нас работа такая, как мы хотим, и уровень заработка и достатка такой, как нам нужен. То есть все события начинают складываться как раз-таки. Не просто так Солнце – это наше сердце. Понимаете, ребят? Так вот, если раскладывать эту неделю, вот так вот про Уран еще, если сказать, то это события, к которым мы не готовы. Они могут быть как и в плюс, как и в минус, могут быть очень сильно долгожданными, могут быть резкими, но это всегда результат, когда мы не готовы. Мы можем вести себя нестандартно, мы можем вести себя отстраненно, мы можем вообще отдалиться от всех для того, чтобы немножечко переварить события, которые случились. И да, на этих эмоциях мы начинаем новый лунный цикл, и уже сейчас мы чувствуем все то напряжение. В начале недели уже у нас оппозиция Солнца с Ураном начинает очень сильно на нас влиять. И если рассказать про каждый день этой недели, то 17 ноября, понедельник, Луна у нас еще находится в знаке зодиака Весы, но при всем при этом в квадратуре с Юпитером. Это внутренние противоречия в наших отношениях, мы с чем-то не согласны, недовольны. Хороший день для того, чтобы договариваться, искать компромиссы. Хороший день для решения вопросов финансовых к сделкам, для того, чтобы понять, чего же нам на самом-то деле хочется, потому что убывающий лунный цикл, когда мы, как правило, вот немножечко устали, да, но вот кто-то уже начнет чувствовать новое веяние нового лунного цикла. И это мы все начнем ощущать уже буквально с 18 ноября, потому что 18 ноября Луна переходит в знак зодиака Скорпион. И Луна становится в квадратуре с Плутоном, когда нам хочется прям-таки максимально все наши желания поднять наверх, нам захочется их реализовать, то есть нам не захочется очень сильно таки смотреть на партнера,
неважно, это в работе, либо это в личной жизни, нам захочется свое, самоценность свою понять. Это Луна в квадратуре с Плутоном. При этом, когда мы понимаем четко, чего мы хотим, у нас появляется вот эта внутренняя ситуация выжить. Потому что основной аспект очень сильный. Вот скажите мне, те люди, у кого в натальной карте по умолчанию Луна в напряженном аспекте с Плутоном, 100% вы замечали, что в любых кризисных ситуациях вы справляетесь и вы выживаете. Потому что это аспект спасателя. Вы еще несколько человек с собой можете захватить, тоже вытянуть из какой-то сложной эмоциональной ситуации, из какой-то финансовой трудности. То есть такая история по умолчанию с детства. В течение всей жизни она складывалась, этот навык у вас оттачивался. И да, у людей в напряженном аспекте Луны с Плутоном всегда есть вот это состояние и заработать больше, спасти не только себя, но и потомство, да, то есть это такая хватка. И здесь как раз-таки во вторник вот все те люди, у кого Луна с Плутоном в напряженном аспекте, будь это соединение, квадратура, либо же оппозиция, здесь захочется либо кому-то помочь, либо себе помочь, либо вот так максимально подняться, потому что Луна у нас и 18, и 19, и даже 20 числа будет у нас в Скорпионе. То есть это момент, когда сил будет много. При этом, при всем, ребят, у нас очень хорошая будет интуиция, потому что Луна в Скорпионе, очень большая внутренняя сила воли, подключенная с интуицией, хваткой, когда мы видим события наперед, когда мы понимаем суть вещей гораздо шире, чем они есть на поверхности. И это абсолютно нормальная история. И да, 18 ноября – это хороший день для того, чтобы, в принципе, договариваться, потому что здесь и Солнце в потрясающем аспекте с Плутоном уже начинает складываться, при всем при этом Солнце в отличном аспекте с Сатурном, с Нептуном, с Юпитером, понимаете? Один аспект Солнца с Ураном в оппозиции, а все остальные, они просто супер гармоничны. Здесь необходимо действовать. Сложность на этой неделе заключается в том, что действия нам захочется всем производить только вот те, которые яркие, которые нас оценят по достоинству, потому что у нас Марс уже в Стрельце, а это знак зодиака, когда вот цели должны быть большие, глобальные, мощные, масштабные, да. Если в жизни цели нет, то, как правило, никуда не придешь. То есть можно лежать на диване, ничего не делать, никуда не стремиться, потому что цели нет. Либо же цель, она не оправдывает средства, она вам как-то не нравится, вроде как это нужно делать, либо она навязанная, да. Делать вроде как нужно, но я это делать не особо хочу, потому что мне результат-то и не понравится. Делать потому что заставляют будет как-то очень сложно. Хочу делать только выдающиеся, потому что Стрелец – знак зодиака, который любит делать вот так на показ, для того, чтобы похвалили, для того, чтобы погордились, да. Сейчас стрельцы мне скажут: нет, мы не такие. Ребят, если вы не такие, тогда нужно раскачивать свое солнце, понимать, где вы себе лукавите и свои основные качества не поднимаете, да, потому что это основная такая большая мощная энергия. И да, при всем при этом Марс в Стрельце, но в квадратурах к кармическим узлам. Поэтому здесь будет сложно принимать какие-то действия, которые будут идти вразрез с вашей кармической задачей. То есть то, что не идет туда, куда вам нужно, да, по жизни, оно будет не получаться. И здесь будет такой момент очень интересный, потому что здесь еще и Уран в оппозиции с Солнцем, а Солнце в соединении с Лилит. То есть апогей. Эта неделя – это апогей осени. Все то, что я говорила в осенних гороскопах, рассказывала, да, что у нас в конце ноября у нас Солнце будет в соединении с Луной, с Венерой, с Лилит и ретроградным Меркурием. Все вот это вместе вот там в оппозиции с Ураном. Вот эта неделя как раз-таки нам и покажет, насколько мы сильны, мы мощны. И начинается это все с 18 ноября. 18 ноября вот так еще чуточку, да, а 19, конечно же, ноября уже очень сильно, очень мощно. Луна также в Скорпионе в соединении уже с Венерой, но при этом очень большие смыслы, очень большие осознания, куда мы идем вперед, какую жизнь мы хотим, счастливую или несчастную. Очень хороший аспект у Луны, Венеры к кармическим узлам. То есть здесь хорошо бы навести порядок в своей жизни для того, чтобы вот в новый лунный цикл пойти, потому что новый лунный цикл, он будет неоднозначным. И да, 20 ноября
Солнце в соединении с Луной, в соединении с Лилит, с ретроградным Меркурием. Все это добро находится в оппозиции с Ураном, но при всем при этом супер гармоничный аспект Юпитера, который нам говорит всю эту неделю, ребят, вообще всю эту неделю хорошее время для поездок, для улучшения своих профессиональных качеств, для обучения, для расширения масштабирования профессиональной деятельности, для поиска работы, в том числе для хорошей работы, которая будет повышать ваш статус, будет повышать ваше, то есть чувство уверенности в себе, да, в своих навыках, в своих компетенциях. И как раз-таки очень эмоционально сложный день будет 20 ноября, потому что считается по астрологическим законам, что Луна еще не очень сильная, то есть внутренний такой стимул к выживанию еще у нас немножечко такой не в фокусе. И вот следующий день после новолуния, он такой очень сильный. Я же скажу, что у нас благодаря Урану он таки подсвечивает очень сильно, и все-таки у нас не самая слабая Луна, потому что у нас все вот это добро находится в знаке Скорпиона. Это вообще, я хочу сказать, что один из сильных знаков зодиака. Я думаю, вы со мной все согласитесь. Поэтому здесь, конечно же, эмоции, во-первых, будут на максимуме. Чувство ревности в том числе, чувство злости, желание большего, нереализованных амбиций, да, то есть наш внутренний максималист выйдет наружу. Здесь захочется либо рубить канаты, если же вы придете к той философии, наоборот, что нужно договориться со всеми. И вот та ступенька, которая у вас сейчас есть, да, в жизни, то есть если у вас есть такое ощущение, что вы находитесь на дне, да, то есть, возможно, это дно нового уровня, понимаете? Помните, да, что осенние гороскопы я записывала, они были под философией нового уровня. Так вот, эта неделя – это либо вы возвращаетесь на свой прошлый уровень, и там вы вроде как уже знаток-эксперт, но либо вы сейчас находитесь где-то на дне своего нового уровня, и нужно подтягиваться резко вверх. Так вот, с 20 ноября начинается вот такая мощная история. Сатурн здесь тоже в потрясающем аспекте. Это трин, это профессиональный рост, профессиональные качества будут даваться легче, чем обычно. То есть идем вперед, беремся за ту работу, за которую раньше браться не хотелось, но при всем при этом, если вас за это ценят, если вы чувствуете себя хорошо, но при всем при этом минус здесь это только прикладывать как можно больше усилий, это единственный минус, тогда я считаю, что на это место стоит идти, да, потому что нам иногда кажется, особенно в районе 40 лет, что вроде как мы уже много чего достигли, и нас уже как бы пора по достоинству оценить, но почему-то не оценивают. Если вы находитесь в возрасте 30 лет, то аспект Сатурна здесь как раз-таки вам говорит, что надо больше. То есть, как правило, в 30 лет, в 29-30 жизнь тоже кардинально меняется, и там как раз-таки возвращение Сатурна здесь те, кто не предается чувствам самобичевания, а начинает подниматься, расти вверх, достигает невероятных высот. То есть здесь нужно включить ответственность, терпение, чувство профессионализма и раскачивать свои профессиональные навыки. Что касается любовных отношений, я бы, конечно же, всю эту историю переложила на неделю с 24 ноября. Это будет очень разумно, это будет очень логично, в любовных отношениях, пока немножечко вот все будет идти хорошо, потому что Венера на 20 ноября в новом лунном цикле входит как раз-таки у нас в гармоничных аспектах к кармическим узлам. Поэтому здесь я хочу сказать, что все-таки у нас эта неделя разбор полетов в профессиональной сфере. И следующий день следом за ним, это 21 ноября. Луна уже перешла знак Стрельца. Луна в соединении с Марсом, можем быть агрессивными, можем быть злыми, напряженными. При всем при этом хороший день для того, чтобы начинать спортивные тренировки. Если ваша, тем более, профессиональная деятельность связана с этим, только вперед, движемся вперед, реализуемся, и тогда все будет хорошо. При всем при этом на этой неделе, опять же, да, если
еще не поняли, не смотрели осенние гороскопы, то это идеальное время для заключения операций с недвижимостью, купить, продать. Эта история связана очень хорошо. Автомобиль тоже купить, продать получится. Но недвижимость вообще должна получиться очень хорошо при всем при этом, дорогие, смотрите. Дело даже не в ретроградном Меркурии, нас все очень сильно любят им пугать, очень сильно много записывают про это видео, и это такой какой-то сумасшедший тренд. На самом-то деле ретроградный Меркурий – это просто добрая планета, которая у нас у всех рассказывает в нашей натальной карте наш уровень коммуникации, взаимодействия. И я всегда говорю, что в период ретроградного Меркурия нужно просто быть внимательными, это правда так. В эту же неделю будьте внимательны на дорогах, потому что ретроградный Меркурий вернулся в то же самое положение, да, в точную оппозицию с Ураном, поэтому здесь будьте аккуратны в документах, будут подводные камни, будьте аккуратны в юридических формальностях, и только знание юридических тонкостей позволит вам решить очень много вопросов, которые потом могут вылиться в деньги. Будьте здесь аккуратны, подписывайте очень аккуратно трудовой договор в том числе, да. Это история, которая будет идти вперед, если мы будем внимательны на этой неделе, потому что Меркурий на самом деле, он в точном аспекте, и следующая неделя уже будет не настолько, он будет важный какой-то, да, фатальности он никакой не даст. Но согласитесь, если мы не внимательны за рулем, то это может быть фатальность, да. Поэтому будьте аккуратны за рулем, еще раз предупредила. А так, 21 ноября, день немножечко агрессивный, но при всем при этом, если мы преследуем какой-то свой план, мы действуем, у нас будет очень много сил. Здесь прекрасное время для того, чтобы со всеми поругаться, но этого делать лучше не стоит, потому что у нас и Луна, и Марс находятся в Стрельце, в знаке зодиака, который максимально заботится о своей репутации. Поэтому здесь я бы не советовала ругаться, можно легко испортить свою репутацию. И если мы идем дальше, 22 ноября Луна у нас по-прежнему в Стрельце, но при всем при этом начинает складываться во второй половине дня в квадратуре с Сатурном и с Нептуном. То есть здесь эмоции наши могут быть разделены. Кого-то, наоборот, включится очень такая мощная продуктивная нотка движения вперед, достигать в профессиональном плане, потому что Луна в Стрельце – это социальный знак. Луна в квадратуре с Сатурном, когда мы действуем, но здесь при этом квадратура еще с Нептуном, когда мы впадаем в эмоции, депрессивные состояния. Вот это убираем. Иллюзии Нептун дает, различные зависимости, когда мы можем в самообман впасть, очароваться там, где очаровываться не надо. Поэтому я всегда говорю, из двух планет смотрите на как раз-таки на Сатурн. Если вы человек такой ответственный, Сатурн будет вас держать. И если же вы человек творческий, тогда, конечно же, Нептун вам будет давать тот полет фантазии, который вам нужен, да. То есть, если вы человек музыкальный, здесь тоже Нептун тогда ваш друг, но при всем при этом будьте аккуратны с зависимостями. И да, 23 ноября – это суббота. Луна перешла в знак зодиака Козерог. И 24 ноября у нас уже будет понедельник, да, 24 перескочила. 22 у нас еще суббота, 23 это у нас воскресенье. При всем при этом, понедельник, если мы заскакиваем вперед, да, на 24 в школе, мне захотелось рассказать про 24 с точки зрения Луны и своих профессиональных качеств будет хороший день. Луна в супергармоничных аспектах. Но при всем при этом со следующего понедельника, с 24 числа, у нас Марс в точных квадратурах к кармическим узлам. Поэтому здесь, конечно же, все действия, дорогие, я вам советую делать только по карме с следующей недели, да. А так, конец недели будет более приземленный. Нам захочется себе честно признаться в каких-то таких моментах, потому что пока Луна у нас будет находиться в Стрельце, это вторая половина дня 20 ноября, да, это 21, это 22
ноября. У нас, конечно же, будет присутствовать такой полет фантазии, движение вперед, такая вроде как наша легкость, да, но уже 22 к вечеру, 22 ноября, уже такие более приземленные нотки настроения будут в нашу жизнь входить, более реалистичные, потому что, во-первых, и Луна будет подтягиваться в точную квадратуру с Сатурном и Нептуном, да, и Луна все-таки будет двигаться в знак зодиака Козерог, который всегда только приземленно и честно нам как раз-таки дает наши ориентиры. Если говорить, ребята, далее после этой недели, так если сделать такой итог, неделя вообще, всю неделю у нас стоят очень благоприятные аспекты, то есть если вы не совершили очень много дел в своих профессиональных моментах с 10 по 16 ноября, то есть если вы на этой неделе не сделали всех тех решений и действий, которые вы хотели, и отложили их на неделю с 17 по 23, тогда, конечно, эта неделя будет очень мощная, будет ощущение, что какие-то вихри закручиваются, бури, эмоции будут бушевать, потому что очень сильно начинается у нас новый лунный цикл, точная оппозиция Урана бесследно не проходит, поэтому здесь будьте аккуратны, будьте приземленны, потому что Сатурн в очень хорошем аспекте, Юпитер в очень хорошем аспекте, Плутон тоже в потрясающем аспекте, и здесь в любой день недели, в принципе, в любой день недели можно решать все свои профессиональные вопросы, ходить по собеседованию, подписывать трудовой договор, начинать нечто новое, большое, грандиозные проекты, то, что вы давно откладывали. Очень сильная неделя, которая поднимет вас наверх. Неделя больших смыслов, большой, очень мощной, сильной философии, которая останется с нами на ближайший месяц до 19-20 декабря, пока у нас не начнет включаться новый лунный цикл. Понимаете, о чем я говорю? И здесь, конечно же, новый лунный цикл, естественно, у нас будет в каком знаке зодиака? В Козероге. И это понятно, да? То есть у нас, конечно же, у нас новолуние будет в Стрельце, но потом следом, и у нас там аспекты Марса будут в квадратуре с Сатурном и Нептуном. То есть там аспекты у нас уже будут двигать нас вперед. Если здесь у нас событийность, к которой нам необходимо подходить не просто философски, а я бы сказала расчетливо, да, потому что Уран – это планета умная, планета, которая считает, планета креативная, творческая, но необычная. То есть мы не можем предугадать даже масштаб ее действий. Конечно же, в такой комбинации аспектов я могу сказать, что если вы занимаетесь каким-то профессиональным делом, разработками, то вас, конечно же, если вы на эту неделю нацелите как раз в своей жизни очень много выхода новых проектов, новых знаний, коммерческих проектов в том числе, да, тогда вас ждет успех. Но, возможно же, он будет не такой, как лично вы себе его представляли, потому что я не вижу вашу натальную карту. Вдруг вы у меня тут бизнесмен, максималист, которому этот успех на следующей неделе покажется вообще так, пшик. Поэтому, дорогие, понимайте, да, что у каждого может проиграться Уран по-разному. Это может быть не совсем плохо, это может быть не так хорошо, как мы хотели, это может быть необычно и по-новому, но мы точно трезво на это посмотрим и зрело только, когда к нам придут выходные, вторая половина дня субботы и воскресенье, когда Луна у нас уже будет приземлена знаком зодиака Козерог. Кто-то скажет, что это очень честный знак, и мы настолько правду не любим. Но, ребята, в жизни уж как есть. Правда, она не обязана всем нравиться. Она такая, какая она есть. Да, ребят, вот такой гороскоп на этой неделе. При всем при этом слушайте свою интуицию, включайтесь на максимум, будьте внимательны. Собственно, я уже многое рассказала про эту неделю. Если у вас остались свои собственные вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. И я в режиме свободного времени на ваши вопросы отвечаю. Естественно, у кого есть и другие вопросы по решению своих
финансовых вопросов, ребята, есть плейлист у меня на канале «Финансовый гороскоп», там еще не все знаки зодиака есть. Вот так случилось, да, мне тоже иногда не хватает сил доделать все то, что хочется реализовать задуманное. Есть тоже очень много чемоданов, которые я несу, и от которых уже пора бы отказаться. Но вот так, финансовые гороскопы еще до стрельца, весов и дев будут записаны. И на знака зодиака рак, он мне тоже не нравится, как записан, я его перезапишу, остальные перезаписывать не буду. Вот такая история, ребят. Ну и совсем скоро ждем годовые прогнозы для каждого знака зодиака, естественно, по декадам, естественно, без тайм-кодов. Да, сейчас скажете: Женя, зачем ты это делаешь? Ну вот так, ребят, нет времени на тайм-коды, понять и простить. Ну и что, я желаю вам потрясающей недели, потому что она обещает быть реально потрясающей. Все зависит от нашего желания расти. А уж каково оно у каждого отдельного человека, я на это, к сожалению, повлиять не могу. Я лишь могу повлиять и сказать, что мы с этим точно совсем справимся. Надо только идти и делать то, что нужно. Ну что, ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.